Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из сайта на платформе Хорошоп в Task Manager Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из Хорошоп в другие системы. Например, в Task Manager Trello вы сможете создавать новые карточки, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Хорошоп. Далее необходимо выбрать действие «Загрузить заказы». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Хорошоп к сервису Apex Drive. Для начала необходимо указать домен. Для того, чтобы его получить, переходим в личный кабинет Хорошоп. Теперь необходимо скопировать домен из адресной строки, без дополнительных символов. Далее необходимо указать логин и пароль личного кабинета Хорошоп. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Хорошоп дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших заказов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Хорошоп успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Trello. Далее необходимо указать действие «Создать карточку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Trello к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо пройти авторизацию в ваш аккаунт Trello. Вводим логин и пароль личного кабинета Trello. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать доску, на которой будут создаваться новые карточки. Также выбираем список. После этого вы увидите поля, которые необходимо заполнить для создания новой карточки. В эти поля вы можете назначать переменные из Хорошоп. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello в виде новой карточки при каждом новом заказе из Хорошоп. Если вас что-то не устраивает,
Кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Trello успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!